Здравствуйте, дорогие друзья! Продолжаем наше прохождение игры Стационер на Марсе. В прошлой серии, если вы помните, я построил тут вот такое вот помещение. И что-то оно мне тут начало скрипеть. Скрип уменьшился. Э, Я думаю, что это связано и с тем, что было здесь большое давление. И сейчас пойду проверю печку. Может быть, там в трубе давление большое. Может, она. Вижу, уже звуки прекратились, как бы урон, вот нужны пластиковые листы. Ну, это, в принципе, все решаемо. Давайте в этой серии мы все-таки сделаем второй этаж. Да, у нас там батарейки вроде светятся. Э, ну, давайте я чуть-чуть постою, чтобы эта желтая штука, которая справа вверху, немного исчезла. Хочется пить, есть, но еще терпимо. Так что подождем чуток и пойдем строить второй этаж. Здесь я запустил немного кислорода, вот 51 килопаскаль. Для помещения требуется 100, 101. Ну вот минимальный там 49. Если есть, уже можно снимать шлем и дышать. Как открывается шлем, я думаю, вы знаете. Свет включен. То есть нажимаете на шлем, появляется такая менюшка: отпереть шлем, открыть шлем. Видите, здесь в правом нижнем углу поднялся шлем. Закрыть. Убираем менюшку, скидываем шлем. Немного подождем. То есть чем больше вы находитесь без костюма, тем дольше не загорится красным этот значок в правом верхнем углу. Вы хотите принять душ. Естественно, когда будет уже стоять душ, туда вы смело подошли, сняли костюмчик, сняли одежку. Да, здесь можно снять и одежку. Так, берете, скидываете это все и становитесь голышом. Я не помню, как вид от третьего лица, надо посмотреть, загуглить. Ну, в общем, это не важно. Кто прямо хочет это увидеть, вид от третьего лица голышом, он все равно в семейных труселях. Так что, ладно, давайте не будем тянуть лямку. Свет включен. Включили, взяли монтировочку. Мы сейчас потеряем этот кислород, конечно. Ну, давайте. Вот. Мы вышли. И все выпустили. Смотрите. Да. Я хочу продлить, а здесь уже не получается продлить. Я же говорил, что я хочу сделать второй этаж выше первого. Не выше, а длиннее. Извиняюсь. Для того, чтобы его продлить, будем продлевать его в эту сторону. Отрезаем. Я сразу не учел этот момент. Ничего страшного. То есть разбираем эту лесенку и ставим ее на эту сторону. Здесь уже ставим перилки. То есть да, совершенно точно. И теперь добавляем здесь пол. Вот. И здесь сейчас добавим 4 каркаса металлических. И будет у нас так 3 на 4. Почему горит у нас?
маяк. Короче, делаем каркасы. Каркасы. У меня нет каркасов? Правильно, нет. Нам нужны каркасы и железные листы. Что у нас по железу? Давайте ставим плавить железо. Включаем. Пишем каркас. Железный каркас. Ну, давайте на все и делаем. Потом добавим. И у нас получается первый этаж, второй будет сверху тоже все зашито. И плюс лестница на второй этаж. Ага, и закончилось. Железо. Добавим, продолжим. Перекаркасы, ну, в принципе, как я и хотел. Раз, два, три. 4. Хорошо. Надо сделать, опять же, сейчас переделаю это все. У меня мало железа. Давайте я, наверное, проверю батарейку 60%. Железка. Так, это выключаем. То есть у меня по ресурсам не очень. Давайте я сбегаю. Не знаю, посмотрю. Я сбегаю, хочу накопать ресов. Эти два чумудана. И потом посмотрю, вырежу или поставлю на ускоренную перемоточку. Вот. Теперь нам нужно только железо. Железо нам нужно бум-бум-бум. Из железа. Лист. Железо. Солнце, в принципе, уже садится, уже бежать смысла никуда нету. А, кстати, я хотел посмотреть, что здесь с давлением. А, давление 0, я его выпустил. Так что до свидания, печурка, до свидания. Пьем, едем. Все как обычно. Судя по звуку, я там что-то не включил, да. Так, у меня 10, здесь 20. Давайте делаем 30. Ждем. Один и последний. 30. Так, давайте берем нашу горелку. Закончились листы. Подожди. Стопэ. Что-то не то пошло. Так, мне железо нужно. Пластик как бы... А, ну, есть что железо. Как раз хватает.
листов. Достаточно. Так, смотрите, что получилось. Давайте сразу закажем. Пишем по покрытие. Напольный настил. Есть композитное покрытие, есть напольный настил. Вот 7 штучек как раз и сделаем. Для чего нужен? Ну, стелите на пол и ходите не по... Ну, сейчас увидите. Но я в основном стелю и на пол, и вот на улице. Вот сейчас я здесь выложу дорожку, чтобы вы видели. И к лестнице подход, чтобы был последний. Ходит. Вот смотрите. Буковкой С разворачиваете его. Ставите, как вам нравится. Мне вот так нравится. И вот таким вот образом делайте подход к лестнице. И можно и сюда. То есть 7 мало, конечно. Так, что делать? Бежать? Ну, давайте делать все равно нечего. Железа мало, давайте я включаю тогда. И уже увидимся с вами после того, как я наберу ресурсов. Ну вот, в принципе, я сбегал, подсобрал. Вот вы видите. То есть здесь у меня кислород, азот, водород, вода. Ну и напихал, тут оставалось 4 слота. Всего, что нашел. А во втором у меня железо, ну и по чуть-чуть собрал тоже ресиков. Свинца. В общем, всего понемногу. Сейчас кобальт. Надо добрать азота немного. Но тут я... вот он. Нет, это кобальт. Тут я его не вижу, но уже будет как будет. Сейчас начнем плавить. Солнышко сядет. И мы начнем плавить. Вот эту штуку, то есть люк, можно с помощью болгарки распилить. Он тут не лежал. Низкий заряд. Бежим, бежим, бежим. Тут у нас все пусто. Бурь не было. Урона пока нету. Так, меняем. Выключаем. Прячем на всякий случай. Так. Давайте. У меня, кстати, кремния много. Что нам нужно? Давайте загрузим. Медь пускай грузится. Так, воду пока не будем. Давайте. Сейчас солнце сядет, наплавлю железо, меди. Вот это сразу забираем. Золото. И все, что можно, все наплавим.
Так. Серебро. Да. Пыль пока ставим здесь. Кремний сейчас пойдет на переплавку. Свинец. Золото все пойдет на ну, один. Ставим на всякий случай. Ну, давайте 2. Так, никель. Никель у нас идет сюда. Кобальт. Кобальт тоже взял. Попался он мне. Давайте уголь перетащим сюда, сюда. Хочу навести чуть порядок. Чтобы заняться плавкой. Это туда. Так, еще кобальт есть. Места будет не хватать, не хватать. Ладно, это мелочи. Это мы все исправим. Все, идем плавить железо, медь, то, что имеем. Так, здесь 0. Маем сюда и сюда. Берем на этот раз 5 летучки и 3 оксида. И разжигаем. Ну и все, моментально. Кидываем сюда. Открыть. Видите, зеленый загорелся, он сейчас доплавится и выплюнется. Таким вот образом плавим все. То есть раз. Два. Ага. Давайте там 2. Три к 1. Сталь. Пока что закинем сразу туда. Кремний. О, вот и бурька подошла. Вот и бурька подъехала. Десятый день, видите? И бурька подъехала. Так, у меня там вроде ничего не валяется. Но внутри что-то есть. Что? Сталь. Забрали сталь. Так, тогда что мы делаем? Раз. Два. Три. 4. 5. 6. 7 и 8. Так, давайте пока тогда поставим сюда. Не будем ничего плавить во время бури. Это она разбушевалась. Сталь тоже поставим. Да, куда-то.
из-за этих дырок, видите? То есть если мы сейчас возьмем вот стеночку и лист, сделаем вот так, то будет поменьше задувать. Но все равно задувает. Вообще, вот у нас там стенки нет. У нас вроде же есть стенка. Ну да, стенка есть. Ну, что поделать. Можно... Она, конечно, продувается ветром. Но, как вариант, на будущее. Но оно тут будет находиться. Все равно. Да. Видите, она так насквозь проходит, буря. Ей все равно. Да уж. И ничего сделать нельзя. Хорошо. У нас 15 стен. 3 листа. Давайте будем делать тогда... Ничего сейчас не сделать, чтобы не получила урон. Беда, беда. Беда бедовая. Сносит. Да. Буря не вовремя. Давайте дождусь, перемотаю, чтобы вы не видели эту бурю. Потом продолжим. Ну вот, буря прошла. Теперь смотрите. Посадочный модуль. Не видно шкалы урона. А вот тот маленький, видите, исчез. То есть его сдуло. Маленький. Теперь он где-то по просторам Марса летает. А этот, ну, урона не получил, как бы. Ну, не знаю, посмотрим. Пока оставим его. Пускай стоит. Давайте продолжим. Плавить. Потом плавить надо. Золото. Теперь собираем это все. Ручки, ножки, куда можно. А у нас тут 21, ну пускай стоит, остывает. Так, медь у нас от 11. 11 собираем. Отсюда ставим. 11, медь 16. Ага. Поставил. Так, золото, золото. Давайте это как-то поставим так. Золото поставим здесь. Железо. Железо у нас 400. Вставляем соточку.
Раз соточка, два соточка, 50 здесь ставим. 3 соточка, 4 соточка. Вот. Так, что у нас идет дальше? Дальше я хочу вам показать, как собирать, не знаю, идемте разберем сначала те двери. Их там не будет. Они будут стоять вот здесь. Берем ломик. Ой. Закрыть, а для разборки что нам требуется, наверное, болгарочка. Разбираем. Надо разобрать. Хорошо. Дрель. Дрель. Так, 2 листа пластика получили и продолжаем. Ага, разводным ключом. Так, разобрали. Теперь набираем. Опять же. Вот так вот. Теперь ставим стеклышки. Так, давайте тогда разберем все эти стены. Так, надо подумать. Почему разбираю? Потому что все будет здесь по-другому. Тем более, когда какую-то сломанную вещь разбираешь, она типа автоматом чинится. Смотрите, что я хочу. Так. Здесь у меня будет окно. Здесь будет 2 окна. Значит, ставим здесь стеночку. Да. Потом пойдет 2 окна. Стенка. 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 Так. Тоже 2 окна. Стенка. Идем, возьмем еще стены. Должны быть тут и пластик. Пластика мало. Также пока не надо уже. Давайте делаем лист пластика. Пластик нам сейчас нужен. Вот его и делаем. Так,
22 листа стекла у нас есть. Батарейки, смотрите. То есть солнечные панельки. 2-3 штучки, грубо говоря, справляются. Такое количество станков. Это потом буду собирать. Сейчас хочу вам показать такое основное. Последний. Так, смотрите. Здесь есть такая штука, называется набор композитный рольставни. Сталь припой. Вот они мне нужны будут сейчас. Припой. 100 штук у меня есть. Ну, я все потратил. Так, 20 штук. Думаю, будет нормально. Ой. Так, 20 штук. Низкий заряд. А подожди ты. Так, композитные рольставни и сталь нужна. Сталь я вроде делал. Окей. Так, 20 штук, да. Ой, что? Что пускай делает. Да. Сюда. Здесь делаем опять же трансформатор. Маленький. И мне нужен будет кабель силовой. Ну вот, делаем на все. Видите, душ опять загорелся красным, так что надо, как говорится, поспешить. Он хочет в помещение. Так. А, у нас еще вон медь тут лежит. Так, что у нас тут по меди? 27. Тут у нас 30. Здесь 35. Давайте сюда. Не, не бегать. И сюда. Десяточка. Ну давайте. Потом раз, два, три, четыре. Продолжаем. Продолжаем. Объясню, что я хочу. Сейчас покажу. Берете композитный рольставни, поднимаетесь в жилой комплекс. Так. Буковку С выставили лицом к себе. Видите сверху вот это вот черточка? Это типа ручка, чтобы отпускать саму рольставню. То есть ставите ее наверх, то есть она будет опускаться вниз. Если, опять же, перевернуть ее, то она будет снизу подниматься наверх. Ну и также и боком. Ну, мне нравится, когда опускается. То есть устанавливаете рольставеньки, чтобы ручка была сверху. Также и здесь. Почему ставлю их здесь, объясню. Они не боятся шторма. Они вообще сделаны для того, чтобы от шторма спасать. Так, у меня осталось 2 штуки. Давайте по этому образу и подобию также их тут и поставим. Так. Ну, идем за остальными. Потом буду показывать вам, как дальше это все делать. Все сделал.
10 штук есть. Дальше провода тоже сделаны. Это прекрасно. Пока выключаем. Смотрите. Видите, перекидываюсь туда-сюда. Хочу вам и то показать, и это, и пятое, и десятое. Реактивный ранец включен. Лучше идти по стыкам, вот по этим вот между блоками. То есть как бы здесь ладно, здесь первый этаж, как говорится. Но на второй этаж лучше подниматься уже по стыкам. Потому что у нас будет и третий этаж. То есть, смотрите, вот так вот мы и пойдем на третий этаж. А здесь спустимся. Реактивный ранец включен. Пум-пум-пум. Здесь ставим наш блок питания. Можно на эту сторону его поставить. Тут роль ставни. Ну, давайте поставим на эту сторону. Стрелочкой меняем направление. Можно, конечно, поближе поставить. Не обязательно так далеко. То есть ставим тройник. Все. Теперь нам нужно опять же выставить здесь. Тоже ставим 4900 на всякий случай. Потому что здесь у нас будут разные аппараты, которые кушают энергию. 900. Так, и включаем. И выводим сразу. Выводим его опять же на стыке. И заводим вовнутрь. Вот он, видите, кончик торчит. Так, что дальше? Дальше просто. Берем эти рольставни. Здесь у нас получается стена будет. Здесь у нас будет, ну, просится как бы 2 рольставни. Давайте. И вот видите, здесь пустое место. То есть с помощью колесика мыши вы меняете конструкцию на себя, колесик мыши. Есть еще такая конструкция, но мне нужна вот здесь такая. То есть это будет блок управления всеми этими рольставнями. Теперь смотрите, убираете в сторону, берете провод и все заделываете проводом. Здесь стену поставить. Заделали. Теперь пластик. И здесь пластик. Так, есть у меня стены с собой. Эту пока не будем закрывать. Можем сделать вот так вот. 2 штучки. Положить здесь рядышком. Так, теперь нам нужно стекло. Закрываем все стеклышком. По одному листочку. В чем прикол? Смотрите, началась буря, закрыли. Она типа металлическая, ничего не продувает, ничего не ломается. Но вообще я это сделал для того, чтобы это потом автоматизировать вот с помощью этого пульта. 20 кабелей, не знаю, хватит, не хватит показать вам сразу. Скорее всего, не хватит, даже начинать не буду. Для того, чтобы это все работало, нам нужно вот, видите, пульт управления. Я уже стекла поставил. Да.
Ладно, перелетаем на другую сторону. Реактивный ранец включен. И вот где пульт, берем опять же эту штуку. Вот то, что я говорил. Колесико мыши. И ставите на стены. А вот эта штука, она передает, стена вот эта, она передает управление от пульта управления рольставнями на все рольставни. То есть везде, где соприкосновение идет, везде проходит команда. Видите, мне даже одну не хватило, так что идем, сделаем еще одну. Делаем еще одну рольставню. Нужен припой. Так, ну припоя жалко тратить 80. Давайте тогда 10 штук закинем. Побежал. Так, мне нужна одна штука. Включаем, идем, ставим на место. Так, есть одна штука. И давайте сразу кабелей наделаем, чтобы я вам показал. Кстати, в прошлом видео увидел вот здесь выход данных, он не нужен. Поэтому можем смело взять, вот так обрезать и сделать прямую. То есть мы с этого станка считывать ничего не будем. Остановилось. Мне нужно 30 штук, чтобы был полный стак. Теперь каркасы. Каркасы в количестве ПП. Это уже будет 3-й этаж. Так. 6 штук мне надо. 6 штук это будет размер комнаты на 3-м этаже. Жилой комнаты. Ну давайте уже 8. Так, что у нас по железу? Железа маловато. Давайте лист железа. Вот на все. То есть смотрите, что я хочу. Что я хочу. Так, кстати, вот эту... Ладно. Стена пускай будет. Раз, два, четыре. Раз, два, три, четыре. Примерно вот такой вот длины будет моя комната. Жилая. Давайте ее запаяем. Здесь мы сразу ставим стеночку. Нравится мне так ставить. То есть ступенечки такое, не прямо чтобы был квадрат, хотя бы какая-то история, чтобы была. Так, и мы сделали один вот этот. Так. Отвертка.
Пойдемте еще сделаем пластика и железные листы соберем. Так, раз, 4, раз, 2, 3, 4, раз, 2, 3. Еще нужно 5 стен. 5 стенок, пластик, железо. Сейчас все вам покажу. Ой, опять забыл так отключить. Прикольно. Куда не поулетало. Давайте делать пластик. Так, кабеля, пластиковые листы. Сразу закинуть туда кремния, пускай делает. Пластик нам тоже нужен будет. Так, побежали, побежали, побежали. Запаивать. Так. Закончился газ. То есть берете, зажимая Alt, нажали левой кнопкой мыши, и в баллоне 0. Что надо делать? Кричать караул и бегать по кругу. Ладно. Я покажу, что надо делать. Тун-тун-тун-тун. Ходите к этому чудо-баллону. Берете в руку, вставляете, достаете 4200. Горелочка снова работает. Так, что у нас тут? У нас 41, 42, 43 надо. Еще один. Так, 10 лист железа. Не листы. И композитная стена. И поднимаемся опять наверх. Делаем то, что мы не доделали. Так. Все. Стенку поставили, тут запаяли, осталось только зашить пластиком потолок. Почему не ставлю потолок, ну, в смысле, железные блоки до конца? Потому что в будущем у меня здесь будет стоять Харви. А Харви ставится чуть-чуть выше потолка. И если будут стоять здесь железные блоки, мне надо будет разбирать железные блоки, чтобы поставить Харви. Не очень удобно. Поэтому оставляю здесь такую площадку. Стены, 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 стены. Сколько там? 12, 13. Давай 14. Спасибо. Пить уже хочет. Тусить хочет. Что хочет. Так, давайте закроем до конца эти стены.
Теперь зашьем их пластиком. То есть вот такая вот каморочка у нас теперь присутствует. Здесь мы будем располагать все, что нам надо. Берем эту штуку, то есть кабель, и начинаем его вести куда-то, примерно туда. Потом, конечно, может быть произойти корректировочка, но это уже будет, в смысле, переделать что-то, придется переложить кабель. Все, дошли. Ставим. Вот смотрите, включили, нажали. Видите, все опустились. Нажали еще раз, все поднялись. Такая вот прекрасная штука, роль ставни. Потом в будущем это все автоматизируется. И как только будет начинаться шторм, они будут автоматически опускаться. Только шторм закончится, они автоматически будут подниматься. Теперь переходим к самому интересному. Здесь мы все сделали, здесь у нас все закрыто. Идемте, я вам покажу. Не самое интересное, надо еще. Самое интересное здесь сделать. Так, здесь тоже система какая? Почему вывел так? Потому что через дверь кабеля не проходят. Видите, где стоит дверь? Они вот поверху могут пройти. Но поверху мне неудобно. Я делаю так, по низу. Низкий заряд. Поверху тоже надо, конечно, опустить, потому что там будет освещение. То есть лампочки. Так, понял. Не понял. Конечно, не понял. Хотел сказать, не понял, почему не загорелись на дверях. Еще и кабель закончился. Прикольно. Так, хорошо. Одна дверь загорелась. Идемте спустимся вниз. Оставим весь этот пластик. Все это внизу. Кабель заберем. Железо, стекло, стены, пластик оставляем внизу. Это нам пригодится. Это нам пригодится. Активная вентиляция и БПшник. Давайте поедим сразу. Мало, хочу добавки. Вот. Водичкой у нас все нормально. Что у нас по фильтрам? Ага, видите, 0. Берем. Фильтрок. Это у нас средний, это обычный. То есть меняем на средний. Сжечь его, сжечь в топке. С фильтрами разобрались. Троечку отключаем, F3. Нет, включаем. Зарядочка. Включаем. Что мне нужно? Мне нужно две активные вентиляции. У меня есть одна. Пишем вен, выбираем активную. Требует железо. Железо есть у нас. Делаем одну активку. Делаем опять, пишем вен. Пассивная. Делаем 3 пассивки. Объясню зачем. Так, активку соединяем. Раз.
2, 3. Так. Этим пока все. Пум-пурум, побежали, побежали. Освободим карманы. Трубу забыл. То есть вентиляция. Можно там с ней вытворять. 2 пассивки поставили между комнатами. Если у вас дверь стоит. И она у вас, как говорится... Так, активка. Одну ставим. Видите, плюсик маленький внизу, это провод, большой наверху, это труба. Вот так и ставим. Плюс при входе консоль. То есть плюсик это провод. Это вверх ногами. Переворачиваем с помощью буквы S, C и устанавливаем. Дальше берем трубу. Залетаем. Вот так. Берем вторую трубу. Выводим сюда. Для красоты давайте сделаем. Вот так. Заходим вовнутрь. Желтым загорело, значит приконнектилось. Вот дверь рядом поставим. Объясню для чего. Вот это будет внутренняя вентиляция. Она будет заполнять шлюз, когда вы будете заходить. То есть атмосфера, которая здесь будет находиться. А это наружная вентиляция. Она будет... Вы когда вот заходите в шлюз, у вас тут по-любому атмосфера Марса. Вот она ее будет выкачивать, то есть делать вакуум, а потом будет включаться это и закачивать. То есть вот такой вот принцип. Консоль для чего нужна? В игре есть, сейчас я вам все покажу. Так, с трубами мы закончили. Здесь активка. Здесь активка. Провод пойдет вниз. Здесь будет громко говорить. Давайте ставим датчик. И здесь нужна еще лампа и громкоговоритель. Тоже сейчас объясню зачем. Сразу берем эту штуку. И это у меня была... Я, наверное, его не взял. Сейчас пойду возьму. Диск записи там как-то вот он из настроек. Вот. Берем его тоже с собой. Трубу. Реактивный ранец включен. Тянем наверх. Давайте здесь поставим тройник. Вот так будет. Хотя мне не нравится очень близко к дверям. Давайте чуть переделаем. Ну вот, задел будет сразу на 3-й этаж. Да, нормально. Так, продолжаем с нашим шлюзом. Так. Значит, светильник. Железо. Светильник 1. Гро. Пишем громкоговоритель. Выбираем. Так, нужно золото. Так, золото. Ну, давайте 50 кинем, может помелочиться. Так, светильник, громкоговоритель, датчик там есть.
Берем то и это и бежим наверх показывать чудеса, чудеса на виражах. Так, смотрите, светильник. Мне нравится ставить круглый. Направляем его в эту сторону. Громкоговоритель. Что там? Берем. Снимаем пластик. Это мы его сняли, у нас с проводами проблема. Сейчас мы ее решим. Кабель. Низкий Пошли. уровень воздуха в О, резервуаре. еще и воздух в резервуаре, низкий уровень. Ну ладно, сейчас мы эту проблему тоже решим. То есть открываем троечку, берем баллон, Критический вставляем, уровень воздуха в резервуаре. вытаскиваем и вставляем сюда. Все. Этот баллон в будущем я заменю на вот этот, потому что тот баллон первого уровня, а этот второго. У него тут, видите, уже электронный показатель. Здесь пока топливо, я его не трогаю. Но потом в будущем я выпущу там остатки топлива, когда мы дойдем до топлива. И поставлю его вместо того баллона на кислород, потому что баллон первого уровня держит до 10 мегапаскаль давления. А этот держит уже 20. То есть 20 как бы по-любому объем больше 20, чем 10. То есть влазит больше. Поэтому вот так. Что мы делаем? Мы берем сразу... Громкость не трогаем. Видите, пишут зелененьким. Аларм, траларм. Мне нравится, когда он будет... Это вы выбираете музыку, там разное вот такое. Можете экспериментировать. Мне нравится, когда он мне будет говорить welcome. Поэтому я ставлю welcome. Так, и теперь надо это все соединить. Оно соединилось. Видите, работает. Здесь что? Здесь у нас датчик и тоже... здесь у нас лампочку мы вот так вот ведем вниз. Здесь ставим тройник. Не забываем про активку. Здесь тоже ставим тройник. Не забываем про датчик. Здесь ставим выход. И здесь ставим тройник. То есть для того, чтобы проверить себя, выходите. Реактивный ранец Проверяете. включен. Все подключено. Подключено. С этой стороны то же самое. Ну, здесь проще. Здесь заходите внутрь, смотрите. Все подключено. Подключено. В принципе, сюда больше ничего не поместится. Можно это закрывать. Это тоже можно закрывать. Ну и это тоже можно закрывать. Смотрите. Дальше что происходит? Нет, рано погорячился. Бежим опять вниз. Берем одно стекло. Делаем... Заходим в принтер электроники. Пишем расширенно. Раз. И вот видите, расширенное управление шлюзом. Делаем. В чемоданах, ну, в сундуках вот в этих есть простое управление шлюзом. Оно подходит на Луне, где нет атмосферы. То есть атмосферы нету, откачивать нечего. Здесь нужно ставить расширенное. Так, его вставляете, стеклом закрываете. Вот. Закрываете. Хотя можете не закрывать. Берете... Как он там называется? Маркировщик.
И начинаете. Вот направляете на эту дверь. Появляется такая стеклянная дверь. То есть ставлю пробел, ставлю большой шрифт и пишу нар. Ну, типа наружная. На этой двери пишу внутренняя. Дальше. Активная вентиляция. Так же самое. Наружная. Это внутренняя. Подтверждаем. Громкоговоритель. На всякий случай подписываю шлюз. Лампочку тоже. Шлюз. Надо вообще все подписывать, потому что вот газовый датчик, шлюз. Потом, когда будете в будущем устанавливать разное оборудование, если не подпишете, что вы имели в виду, то оно и нормально работать не будет. Так, насколько я помню, здесь раньше вставлялась вот эта дискета, сейчас они переделали, просто можно с помощью отвертки все это включаем, вставляем отвертку. Смотрите. Интер, экстер. То есть экстер это наружка, интер это внутрянка. Внутри у нас остается 101. Вот это мы здесь убираем. Вообще давление на Марсе 2, но мне не нравится ждать потом, пока он закачает 2 атмосферы. Просто ставлю 0. Подтверждаю. Потом смотрите. Первым делом надо выбрать стеклянные двери. Подождите. Понял. Нет, не понял. Да, прикольно. Я забыл соединить. Видите? То есть у меня тут все соединено, но линия не подведена к электричеству. Бывает такое. По паре. Она пропипикала, все загорелось. Теперь все появится. Так, значит, находим стеклянную дверь наружная. Отмечаем. Теперь стеклянная дверь внутренняя. То есть сначала отметили двери. Потом нужно отметить газовый датчик. То есть все идет по газовый датчик шлюз, видите? Потом у нас идет наружная вентиляция. Наружная. Потом внутренняя. Вот видите, дверь закрылась. Это открылось. Теперь, ну, громкоговоритель и светильник это уже можете ставить. Все, в принципе. Автоматизация шлюза произошла. Он не включается, потому что уже все запрограммировано. То есть, смотрите. Нажали. Он сказал welcome, хотя мы сейчас будем типа выходить. Он откачал всю атмосферу отсюда вовнутрь и открылась наружная дверь. То есть зашли. Кстати, а как она работала, если я ее зашил? Ну не все работают. Реактивный ранец включен. Да, прикольно. Ладно. Продолжим. Теперь заходим, нажимаем. Закрывается дверь. Наружка выкачала все и теперь качает атмосферу сюда внутреннюю. Но так как атмосферы нету, нажимаем на кнопочку. Если хотите ускорить, тоже можно нажать на кнопочку. Чтобы не ждать, пока накачает все 100. Так, ну это работает, да, это я проверил, просто надо зашить. Выключаем пока что. Смотрите, атмосферы здесь нет, у нас уже начало здоровье ухудшаться. Появился новый значок наверху. То есть, что мы делаем? Берем, достаем опять нашу палочку-выручалочку, баллон с углекислым газом. Выпускаем все сюда. Открываем наш кейс и закидываем 2 стака оксита. Надо было взять планшет, показать вам, но потом сделаю. Ну вот смотрите, у нас же есть параметры наружные. 16 килопаскаль, 17 в правом нижнем углу, вот 19 увеличивается. То есть атмосфера здесь начинает,
кстати, вот эту штуку можно сразу поставить вот сюда. Там ее место будет. На пожизненно. Вот здесь будет ноутбук. Так, что у нас получается? 24. Мало. Для такого помещения мало. И даем еще один. Температура 2 градуса, 27. Видите, поднимается 28. Так, извините, посмотрю. То у меня такое впечатление, что... запись идет. Нормально. Так, 36, 37. Ну, можно смело еще один кидать. Точек. Сорок 44. В принципе. 47. Выключаем свет на букву L. Снимаем костюмчик. Ну уже 50. Все. Можем дышать. Вот теперь придется постоять, подождать. Тем более вечереет. Сейчас будет ночь. Подождем, пока пропадут эти значки с верхнего угла правого. И продолжим. В принципе, жилое помещение уже готово. То есть с помощью оксита вы можете заполнить его кислородом и дышать. Для того, чтобы здесь росли растения, здесь нужна еще подача углекислого газа. Но опять же, вы можете с помощью своего баллона, в который вы выдыхаете, где фильтра стоят, выпускать сюда порциями углекислый газ. Но так как растений будет много, то есть на постоянной основе здесь нужно будет сделать такую смесь газов, чтобы она уже содержала углекислый газ. Его можно, конечно, брать с атмосферы, но его там, сейчас я вам покажу, сделаю планшет себе и покажу вам как бы небольшое количество. Хотя, может, и все-таки поставлю. Но, с другой стороны, по опыту скажу, что здесь готовится улучшенная печь, и мы будем все газы сортировать, то этого углекислого газа там будет просто очень много. Чтобы вы поняли, я даже, когда ставлю стойку для скафандров, здесь есть такая, в нее подается, я подаю кислород чистый, и вместо, в джетпак, видите, зеленый баллон, вместо смеси азота, там закиси азота там с кислородом, я тупо подаю углекислый газ, и он прекрасно летает. И его просто много. Ну, это я все вам покажу. Ждем, пока исчезнут эти значки ненужные. Вот там вот у нас ориентир — это дверь. Света нету. Света ушла. Здесь нужно будет поставить хотя бы одну лампочку первоначально. В принципе. То, что вот, видите, один значок исчез, что мы начали болеть. И второй исчез. То есть, поздравляю, мы вылечились. Свет включен. И вот заходите, смотрите, давление 50 килопаскаль. То есть, тут уже есть. Нажимаете. Welcome. Enjoy your stay. Внутренняя вентиляция выкачала все туда, чтобы оно не улетало на улицу. Наружная просто открылась. Идем, сделаем пластик опять же. У меня есть 23 пластика. Что я хотел еще сделать? Пластик. В принципе, и все остальное. Ну давайте обошьем, что тут бегает как мудрика. Реактивный ранец включен. Ага, моток кабеля требуется. И отвертка. И кабель закончился. Прикольно.
Заказываем кабель. Мгм. 28. Ну, нормально. Здесь у нас нигде кабель не валяется. Нигде. Можем покушать. Попить. Сколько у нас стен? 9. Ну, покажу вам. Берем еще стекло. Вот. Стен. Давайте пару стен сделаем. Пишите стена, и вам выходят все стены, которые есть. 8. Давайте 8. То есть там есть геометрические разные там, ну, мне не нравится. Объясню, почему не нравится. То лампочку ставишь, она в стене тонет, то еще что-то заходит, через структуру проходит. Нравится мне такой вариант. Я пробовал, конечно, но особо не получил удовольствия. Плоская стена там есть такая, вот я ее использую, но она, когда ставишь ее вместо пластика, надо использовать лист стали. Она типа, ну, сталь все-таки, знаете, и стена получается более усиленная. Поэтому для чего я сделал сейчас композитные стены? Сейчас я вам покажу, для чего я взял. О, это все. Так, здесь все. Уже выключаем. Что там по аккумулятору? Аккумуляторы прекрасно себя чувствуют. Низкий заряд мы сейчас пофиксим. Смотрите. Реактивный ранец включен. Выбираем окно. То есть помимо того, что у нас окна закрываются роль ставнями, мы можем их еще с этой стороны усилить вторым стеклом. То есть вообще будет надежно, как космос. И вот такой вот крест у нас получается. Как говорится, перестраховались. Береженого Бог бережет. Все закрываем. Окна ставим. Стекла втыкаем. Здесь еще провода нужны. Скорее всего, с отверткой. Да. Не проблема. Здесь стоит. Давайте уже с этой стороны продолжим. То есть ставим два окна. Заканчивается пластик. Заканчиваются стекла. Одно стекло и один пластиковый лист. Я его не хватит. Нет. Так, что нам нужно? Раз стекло, два стекло, 3 и 2, 4, 6. 6 пластиковых. 8. 8 пластиковых листов. Приземляемся. То есть, видите, проблему с душем этой кнопочкой, со здоровьем как бы решили. Стекло. Стекло. Ну вот, доделаем на все. Готовим кремний. Тут 50 кремний. Ладно, пускай будет. Так, все сделано. Закидываем. Освобождаем. 5 листов. Нормально. Теперь пластиковый лист.
Так, железная или пластиковая? А, железная. Остальные. Короче, лист. Пластиковый. 8 штук нам надо. А, подождите. 5, 6, 7, 8. У нас еще один был. Ладно, имел. Так, здесь у нас все закрыто, кроме этой стены, но ее потом закроем. Реактивный ранец включен. Тайм. И здесь тут посмотреть, поставили вы стекло или нет. Подлетаете вот к стеклу и видите, как бы двойная сетка. То есть если сетка в один слой, значит одно стекло. Если двойная, значит два стекла. Ну, и так проверяете себя. Ну, как бы оно ничего страшного не произойдет, но знаете, как по фэншую, как говорится, чтобы было. Лучше пускай оно будет. Все. Здесь сейчас продемонстрирую вам, что такое. Так, нам нужно 4, 5. Что такое плоская стена. И на этом, наверное, буду заканчивать серию. Чем опять стена. Вот видите, плоская стена. Арочная, геометрическая, железная, оббитая. Мне нужна плоская. В количестве 5 штук сталь нужна. В количестве 50. Делаем плоскую стену 5 штук. Там не хочу просто затягивать сильно видео. Так, час 20, час 30. Нормально. Можно вообще по часу делать. 4 и 5. И теперь нам нужно 5 листов стали. Раз, два, 3, 4. И нажимаем стрелочку. 5. Реактивный ранец включен. Вот, прекрасно, белая стена. Что здесь? Здесь. Ну, давайте зашьем, а в будущем, если надо будет там ставить светильники, то можно будет уже изнутри это все разобрать. И, как говорится, поставить те же. Вот так вот. Еще плоская стена. Это какая у нас? Композитная. Используется для, вот видите, стык между стенами. То есть с помощью плоской стены можно там, крутя колесик, сделать, получается, как плинтус. То есть вставляется в каждый блок плинтус. Ну, я тоже вам это покажу, но попозже. Смотрите, 3 панельки прекрасно справляются с батарейками. Ну, потому что у нас маленький объем. 100% эффективности. А, нет, эффективность 7. А, вот он только поднимает. Тут у нас видит повреждение 46%. То есть я говорю, вот эта панель, она не выдерживает бурю. Вот солнышко идет по небу, и у нас эффективность вот 14-15, то есть поднимается. И они прекрасно справляются на данный момент. Вот одна батарея полная.
Вторая не полная, но... Что, друзья, так, мы все тут сделали. Второй этаж у нас полностью закрытый. На этом, наверное, закончим. Закончим. Хотелось, конечно, нет, давайте все-таки закончим. И я вам в следующей серии покажу, как собрать кислородную станцию. Ну и уже здесь облагородим. Прямо сейчас облагородить. Ничего не мешает. Два окошка. Два притопа, три прихлопа, да? Давайте. Здесь такую, здесь такую. Здесь такую. Опять не хватает пластика на все и стекла. О, покажу просто. Вот так. Вот так. Как говорится. Здесь поставлю дверь. Она будет автоматическая. То есть подошел, она открылась. Это будет следующая серия. Это и освещение уже здесь сделаем. То есть как бы в принципе мы достигли того уровня выживания, когда у нас есть вода, еда. Еды много у нас там 2 или 3 коробки этих батончиков. Мы еще вот доедаем то, что прилетело с нами. Воду мы сделали, то есть лед есть. Вот он. В крайнем случае закинули в измельчитель, добыли воду. Но тут воды хватит, я вам говорю, на очень долго. В принципе, да. На следующей серии уже займемся кислородной станцией. Какой-то автоматикой, самое простое, освещением, планшетом. Ну, в общем, всем, что будет. Вам спасибо за просмотр. И до новых встреч. Всего хорошего. Пока-пока.